мам. Это я, короче. Я в Корее. Я занял первое место. Выиграл $20 000. Москвичу Алексею Смаеву 17 лет. Живет в Новогиреево. Любит драм-н-бейс. Из-за роста друзья называют его «малой». Год назад закончил школу, но в институт поступать не стал, а вместо этого провалился в компьютерные игры. И даже начал участвовать в турнирах. В Сеуле он взял 11 дуэлей подряд. А 3 ноября 2002 года разбудил маму звонком. Он стал чемпионом мира по шутеру Quake 3. На родину Алексей вернется звездой. Его покажут в программе «На медне». На него начнут равняться тысячи мальчишек по всей стране. А в России узнают о компьютерном спорте, где так легко даются слава и деньги. Но наша история не о них. Это фильм о том, как мы полюбили видеоигры и стали счастливее. Алексей Смаев. Наверное, это было вот самое начало, когда вот это увлечение, которое началось там у многих еще в зале информатики, до появления компьютерных клубов, вот кабинет информатики — это был тот же компьютерный клуб, только в нем было все бесплатно, и зависело все от настроения учителя, да, то есть насколько он тебе разрешит там после уроков остаться. Во-первых, свежие те эмоции, которые мы получили в самом начале, благодаря тому, что встречались с произведениями искусства, не побоюсь этого слова, первыми играми, в которые было вложено очень много труда и творчества, которые оставляют след. Вместо киберспортивных дисциплин мы играли в Doom 2, играли в первый Warcraft по сети. И в 98 году уже вовсю играли в первый StarCraft. Развитой киберспортсмен, если он себя таковым считал, должен был уметь играть в 3 дисциплины. Warcraft 3 либо StarCraft. Их где-то близко ставили. Quake 3, естественно. Потом еще появилась Contra. Разбавляли все это игрой в Mortal Kombat на одной клавиатуре и затяжными партиями в первую цивилизацию. И где-то уже ближе к 2000 году мой брат показал мне компьютерный клуб. Все началось в 90-е. На улицах тревога, безработица. Обменники дают 5000 рублей за $1. Но школьникам это не важно, потому что у них появился свой мир, виртуальный. Попасть в него, как через портал, можно с помощью китайской консоли или компьютера в папином офисе. А в центре Москвы открывается первый компьютерный клуб в стране. Вход через магазин в полуподвал. 8ПК. Орки. Поскольку официально вот так никто не регистрировал, наверное, однозначно утверждать нельзя. Но я в свое время пытался найти что-то более раннее. Единственное, что, может быть, на это могло претендовать, это был маленький клуб. Но там стояли не компьютеры, там стояли вот что-то типа ZX Spectrum. Такое было. Но вот если мы говорим именно в современном понимании компьютерного клуба, где стоит компьютер, где ты можешь там в Warcraft, хочешь там в Quake, хочешь там погонял на гонках. Ну, то есть вот такой клуб, насколько я знаю, да, орки были первыми. Я пришел в Орки. Там на стене висело 2 листочка. Это назывался рейтинг клуба Орки. Там игроки, и у них рейтинг. Ты можешь подойти к любому игроку и сказать: давай сыграем дуэль на рейтинг. Или в Quake 2, или в StarCraft. И он там не имеет права тебе отказать, если как так это официально делается. Узнать о клубе можно только по знакомству. Про орки вам рассказывает друг или продвинутый одноклассник. Однажды орки дают рекламу в одном из первых журналов о видеоиграх в магазине игрушек. Купить такой номер можно в метро или подземном переходе, но объявление легко пропустить, потому что оно занимает всего 4 страницы. Это были первые организованные соревнования. И, собственно, вот на одни из них я и попал по Варкрафту через рекламу в журнале. Приходишь, платишь деньги, тебя записывают на листочек, потом с этим листочком человек уходит, возвращается, говорит: ты с этим играешь, ты с этим почему? Я так говорю, ты играешь, все. Через год орки переедут в помещение побольше. Компьютеров станет 40. Тут проходят первые турниры в Москве. Но призов нет, играют на интерес.
Ну а потом выйдет StarCraft. Стратегия, которая на десятилетия станет одной из главных киберспортивных игр. Это дико скучно, скажу я тебе. Сидишь и строишь что-то там, чтобы потом пойти в атаку. Именно так. То есть ты приходишь, там компьютеры, на куче компьютеров запущен StarCraft, и ребята сидят и что-то там усиленно строят на Big Game Hunters. Была такая карта с бесконечными ресурсами. 7X – старейший игровой клан в России. Ему больше 20 лет. Но в конце 90-х самой сильной командой страны по StarCraft считалась команда Клуба Орки. А лучшим игроком был Сергей Ажигин, улыбчивый паренек с демоническим никнеймом Асмодей. Нужно как можно больше баз иметь и защищать их. Это довольно-таки просто, и если этому научиться, можно всегда выигрывать. Команда орков играет очень талантливо, но она не может соперничать с игроками из Южной Кореи. И никто в мире не может. В те времена корейцы доминировали над всеми. Корейцы вообще всю жизнь считались такими небожителями, законодателями мод, просто фактически живыми богами на земле. Объектом поклонения любого игрока в StarCraft, просто потому что в Бродваре у них был какой-то абсолютно недостижимый уровень. Они действительно, как биороботы, механику доводили до совершенства. Это очень странная тенденция. Так получилось, что в Корее вообще на StarCraft все люди чуть ли не помешаны. Там турниры только по StarCraft. В каждом клубе играет только StarCraft. Асмодей одним из первых в Корею вообще приехал. Ему не было равных ни в России в определенный период, ни в Европе. Он тогда получил контракт на несколько месяцев, переехал жить в Сеул. Там огромный пул фанатов, 120 тысяч человек у него было, которые вот фанатели именно его игрой в Южной Корее. Но его бесило, что болельщики его имя скандировали неправильно. У него имя Сергей, и они его скандировали так: Сергей, Сергей. Его это бесило, но ничего с этим поделать он не мог. 2 декабря 1999 года выходит Quake 3 Arena. Это игра без сюжета, миссий и боссов. В ней есть только карты для схваток по сети. Quake не похожа на современные шутеры. Она стремительная и беспощадная. Чтобы выступать на среднем уровне, нужно знать и использовать десятки механик. Quake, как лакмусовая бумажка, показывает, кто рожден чемпионом, а кто может убить в игре только время. После успехов Quake 1, Quake 2 решили сделать просто Quake 3 Arena. И это был для всех шок. Как это игра, в которой нету синглплеера? Роману Тарасенко 18, но его уважают и даже немножко боятся во всех компьютерных клубах Москвы. Во время игры он кладет клавиатуру на колени. Все знают его по этой привычке. И еще по смешному нику – Полосатый. В августе 2000 года Роман вместе с друзьями летит на турнир в Лондон, чтобы сразиться с лучшими европейскими командами. Это все равно, что полететь в космос. Мышку и клавиатуру Роман везет с собой в целлофановом пакетике. Как чудики реально ходили, от них никто ничего, в принципе, не ждет. Вот, то есть, что там у них, как они играют, как они здесь вообще оказались. С помощью шариковых мышек Мицуми москвичи Полосатый, Девил, Пауэр и Сатан оформляют первую победу на международном чемпионате в истории российского киберспорта. В группе мы выиграли вообще всех, и никто не понимал, что там вообще, кто там сидит, что они делают. Пытались разглядеть на наших мониторах, что вообще происходит. Сейчас выпустить такую игру сложно. Особенности сделать по ней какие-то соревнования. По той простой причине, что любой квейкер, который просто не забыл, как держать мышку, на голову выше. Тебе нужны годы, чтобы просто достичь этого понимания игры. В отличие от более рандомных игр, такие как CS, Dota, League of Legends. Профессиональным игроком в Quake не становится, им надо родиться. То есть, может, со временем кто-то научит как-то это, но вот ты либо родился, либо нет.
То есть ты понимаешь, что это просто нереально. То есть вот ты можешь сколько угодно сидеть там, тренироваться, но вот этих ребят ты не будешь обыгрывать. Вот просто это невозможно. Если вы посмотрите на игру профессионалов, то это игра, которая рассчитана до мелочей. У каждого игрока в голове есть таймер, которому он отсчитывает, когда появится броня, когда появятся аптечки, когда что где. А рандомные игры позволяют новичкам почувствовать победу. Вот этот вкус, что ты сделал фраг как бы на супер топовом игроке. В Quake это невозможно. Если ты играешь против топового игрока, ты даже его не увидишь никогда. В Quake ты не можешь стоять на месте. Убьют. Ты постоянно перемещаешься и очень часто прыгаешь. Физика в игре работает так, что каждый следующий прыжок длиннее предыдущего. Так ты можешь обойти соперника, забраться повыше, атаковать с неожиданного направления. На заре Quake именно Полосатый придумал серию невероятных распрыжек на карте Q2DM1. Игроки всего мира смотрели его демо на повторе и учились играть. Когда к тебе привозили вот демки, мы даже не знали, что как это запускать. К нам приезжал просто наш друг, который на 2 года старше, я и в Баунинге учился. Он привозил демку и показывал, как вот ее запускать. И мы такие, хопа, там кто-то прыгает. А это Полосатый прыгал. Когда я там выложил, там народ начинал там, что это, кто это вообще, как? Они даже не верят, что это сделано в игре. Он прыгал по Q2DM1. В комнате такая хопа и сразу на арморчик. Ну, помнишь, там ты из рельсы выплываешь, короче. Q2DM1, алло. И именно тогда вот на первых 3 игрушках, даже, наверное, 2, StarCraft и 2 Quake, мы поняли, что киберспорт — это прям та сфера, которой нужно заниматься, потому что надо. Оно было круче, чем все остальное. Компьютерный клуб – это важная часть детства любого российского подростка. Клубы похожи как близнецы. Полуподвал, администратор в растянутых трениках, 10 или 20 компьютеров, крепкий запах мужской раздевалки. Такие заведения открываются в каждом городе и поселке. Школьники после уроков начинают ходить в компы. А компьютерный клуб первый мой был, это клуб «Портал». Все началось, наверное, лет в 12. Компьютерный клуб «Грифон». Один из первых компьютерных клубов в Казани назывался, по-моему, «Варлок». Попозже, потом в Ставрополе появился компьютерный клуб «Алекс». Первая халява была в компьютерном клубе «Максим», которого назвали в честь администратора клуба «Максим». Ну, вот, вы же знаете, как эти клубы придумывались. Там «Матрица», какие у нас еще киллеры всякие, бункеры, названия самые типичные. Вот там «Максим» был клуб. Он был в цокольном этаже, то есть был вход в продуктовый магазин и вниз, туда к нам, в клоаку. Было очень душно, но это тогда вообще никого не волновало. Там были мониторы вот эти вот старые, огромные, с круглыми кинескопами. Почему-то все считали своим долгом вот в наш проход кидать кучу мусора. Вот, ну ты не обращая внимания, все это перешагиваешь, заходишь, и всегда там, ну, человек 10-15 на эти 6 компьютеров. Театр, музей почти безграничный, все равно это было не так интересно. Как съездить на Приморскую, взять шаверму за 60 рублей и это самое, в клубешник на ночь завалиться, с товарищами поиграть. Но я очень хорошо помню, как я впервые приехал в клуб «Орки» на Шаболовке и увидел вот этот вот гигантский подвал, в котором стояла просто тьма компов и целую толпу народу. То есть тогда же как было все в клубах? Не было такого, что в клубе все играют. Совершенно нет. То есть можно было крутость игрока очень хорошо оценивать по количеству людей у него за спиной. Потому что люди приходили и просто смотрели. Мы почему начали ходить в клубы? Потому что у нас не было нормальных компов дома и не было нормального интернета. Ну, еще одна причина – это то, что ты приходил в клуб, и все с общими интересами. То есть не важно, что у тебя там в семье, не важно, что у тебя там в школе. Ты, по сути, находил команду единомышленников, с которым можно было говорить бесконечно. Туда
приезжали и те, кто вот с трудом насобирал денег, чтобы купить часок игры. А бывали ребята, которые, наоборот, там приезжали на 2 машинах с охраной, значит, приходили в этот клуб и, соответственно, тоже развлекались. В игре было все по-другому. Там ценилось именно то, как ты играешь, как хорошо ты чувствуешь эту самую игру, как ты понимаешь мувы соперника и прочее. Много случаев я знаю, когда зарождалась вот такая дружба, которая в нашем социуме сама по себе была бы невозможна. Просто из-за дистанцирования, из-за совершенно большой, колоссальной разницы в социальных слоях. И в компьютерном клубе можно было встретить представителя любой субкультуры, и поэтому они смешивались. Были такие случаи, когда там какой-нибудь нефр пойдет, показывает сильную игру, его берут в команду те же самые гопники постарше, и к нему потом просто никто не мог подойти и что-то предъявить и что-то забрать, потому что у него уже есть протекция. И это было благодаря его хорошей игре. Некий аналог какой-то, да, команды образовывался. И очень быстро выстраивались иерархические штуки, что было тоже очень характерно для компьютерных клубов. Лысый дядька, которому там 40 лет, он понимал, что он не очень по сравнению с этим, которому 13. И было уважение как раз вот конкретно этому человеку, просто потому что ну, ты понимал, что в этой сфере, где нужны мозги, где нужна реакция, он топовый. Самое большое достижение на тот момент, пусть будет киберспортсмены, да, хотя называлось совершенно все по-другому, была халява в клубе. В любом клубе была какая-то группа халявщиков, которые были халявщиками не потому, что они там гопари или потому, что они сильные, а потому, что они были самыми скилловыми. Иногда некоторые игроки, ну, уже достаточно известные, могли себе выбить халяву на какое-то время, потому что к ним приходили играть. Либо даже кто-то платил за то, чтобы можно было с ними поиграть. И такое тоже практиковалось. Я там сижу, готовлюсь к турниру, вот, приходит парень, говорит, слушай, а давай с тобой сыграем. Извини, сейчас нет, а давай, говорю, вот через 2 дня приходи, я к турниру сейчас готовлюсь, вот через 2 дня сыграем. Нет, давай сейчас. Хочешь, я тебе заплачу, чтобы ты со мной сыграл? Я говорю, слушай, не надо, ну правда, ну дай подготовиться. Вот такие истории были. Двое на миде, двое в миде. 1 в четверке. Но глобально вся эта история стала скатываться в сторону игры на деньги. Люди объединялись постоянно в миксы, просто там с кем получается, и отправлялись в турне. Ой, номер даже засняли. Это сейчас есть там киберспортивная академия. Тогда киберспортивная твоя академия заключалась в том, что ты просто проигрывал либо деньги, либо еду, и так учился играть. Я, короче, не знаю, как вы это сделаете, но вы должны выиграть. Ударь меня 1 раз. Команда сильная, у них вообще сильная, но у нас тоже не слабая. Понравилось? Хотелось еще и зарабатывать. Должен найти, кто сильный. Вот кто на халяве сидит, тот, скорее всего, сильный. И он явно на халяве, ему там проще выделить какие-то свои деньги, приезжаешь, его обыгрываешь. И мы ходили в другие клубы компьютерные, специально прикидываясь дурачками, проигрывая пару игр, вот, повышая ставки для того, чтобы, ну, заработать денежку. Потому что присутствие в компьютерном клубе, оно должно было чем-то оплачиваться. Ну и мы там тоже занимались всяким таким, знаешь, то есть можно было там проиграть, типа какую-то игру, да, потом поднять ставки, там, выиграть больше. Как раз вот была часть той культуры экшена. Вот те, кто играли в стрелялки, они вот такое практиковали. Им всегда вот был нужен экшен. Им хотелось чего-то такого на грани сложного. Там бывало, что там и драки у них бывали, когда их там раскусывали, что они специально вначале поддались. Просто разные майндсеты, разные психотипы, разные потребности в конце концов. Но вот весь процесс, он выглядел именно так. То есть задача была какая? Не поехать в какое-то перегретое поле, поэтому самая рыбная история, такая лакомая, это была приехать куда-то, где тебя никто не знает, и где очень все хотят играть с тобой на деньги. Это было сопряжено с огромной опасностью. То есть, грубо говоря, чем, меньше люди знают в этом клубе, тем выше шансы, что у тебя будут гигантские проблемы с тем, чтобы оттуда уехать.
все всегда шутили, что ты, я отец игр, там, я отец Counter-Strike, да, это как, типа, я очень сильный. Ну да, ты отец своей деревни, как бы, а давай-ка в наш городочек приезжай. Как бы, оно вот примерно так всегда и работало, потому что чем больше у тебя практики, чем больше ты видишь, тем у тебя больше шансов обыграть. Золотое правило, особенно если ты приезжаешь на чемпионат, там понимаешь, что ты играешь там через 4, 5, 6, 9 часов, твоя игра на турнире, ну сразу же так, опа, поехали в какой-нибудь там плохой клубик какой, и там местных всех разводить на денежку. То есть ты не был киберспортсменом, ты был каталой? Ты знаешь, в те года никто не был киберспортсменом. Мы не считали это спортом. То есть вот в чем огромная разница, да, вот колоссальная. Мы считали это вот прям чистым андерграундом. Ну, естественно, это андеграунд, капец. Это же абсолютно асоциальные типы, которые непонятно чем занимаются. Естественно, это общественно порицается. И до признания даже первичного киберспорта еще должно пройти там пару-тройку лет. Естественно, мы были мега нишевыми, но мы чувствовали, что мы правы. Компьютерные клубы нулевых и первые турниры – это уникальный опыт. Яркий и романтичный, но далеко не всегда безопасный. Ситуации несправедливости какой-то, да, в те года, ее было крайне много. Крайне много. То есть она была везде, всегда и постоянно. Всегда были истории, когда там турнир «Золотая мышь». Собираем деньги со всех, а еще издаем мою книжку, я уже не помню автора, как бы, но, тем не менее, собрали денег, турнира не было. Вот оно вот так вот было, как бы. Это всегда происходило, да? Или там приезжаешь в клуб, у тебя вместо 1000 рублей тебе выдают вот монитор. У меня есть там несколько воспоминаний про чемпионаты, которые мы выигрывали, и мы не могли уехать с деньгами. Просто это было невозможно. Перед нами махали ножами, вот такими. Причем это было в Москве, чуть ли не там 905-го, ну, короче, это было в Октябрьском поле, это вообще было, конечно, феерично. Половина команд, которые участвовали в турнирах, это были гопники, которые подходили к победителям и предлагали вместе посчитать призовой фонд, который потом победители и лишались, собственно говоря. У нас был выезд в Подольск. Это очень опасное место было. Называлось оно «Поле чудес». И местные ребята готовы были просто разорвать. С нами был человек постарше, он был даже с оружием. То есть мы перегоняли машину на платную парковку, потому что нас ждали на входе, интересовались, откуда мы. В то время это было так. Либо оказывалось, что наши друзья, которые нас пригласили, собственно, эту банду и держат, как бы, поэтому можно спокойно выйти, как бы, уехать из Подольска, как бы, никто тебе ничего не скажет. Господи, Подольск, конечно, это был город. Трындец. Нас потом пацаны провожали, потому что мы взяли первое и второе место, а там прямо аудитория такая была, суровая. Но эта именно суровая аудитория нас до электрички провожала, потому что вы, ребята, можете не дойти. Если говорить о какой-то справедливости, да, которая там была, то она была свойственна только топовому уровню в большинстве своем. То есть, по сути, решала, кто ты. То есть, кого ты знаешь, как ты играешь, там, какие последствия могут быть там, от каких-то негативных контактов, да, с тобой. То есть, зависело все от этого. Значит, наша команда по Counter-Strike играет турнир, и у нас появляется возможность сыграть матч за 3-е место. И руководство компьютер-клуба, не нашего, в котором мы играем, говорит: парни, вы не тянете на 3-е место. Такие моменты тоже были. Мы считаем, что вы не тянете на 3-е место, время компьютерно дорого, забирайте 4-е, все, уходите. Что случилось? На следующий день те ребята из стратосферы приехали на джипах больших, тут компьютерный клуб, и нам дали совершенно спокойно доиграть за 3-е место. А теперь, с вашего разрешения, мы приступим непосредственно к проведению турнира. Клуб «Арена» всем участникам желает удачи. Победитель ожидает наш главный приз – 1000 рублей. Это было такое понятие «мошна».
вот она, я не знаю, есть сейчас, наверное, нет. Вот машнат. Что такое машна? Это когда ты идешь и доказываешь какую-то свою хрень, ну, и она срабатывает, короче. Были такие топовые мышнюки. То есть в командах были специальные люди, которые вот этим занимались. Очень часто на каких-то там менее крупных соревнованиях топовая команда могла просто замашнить судью. Просто своим авторитетом прийти и продавить вот какую-то свою историю. Таких случаев была просто масса. Фейк! На фейке! За фейком! Даже сейчас нужна не такая выносливость, как нужна была в те года. Потому что турнир начинался там в 9, в 10 и заканчиваться мог в 12 час ночи. И представь себе, вот эти там 200 человек просто находятся во дворах вокруг клуба в течение всего дня, без какого-либо понимания, в какой момент игра начнется, но с огромным интересом. Темы, когда люди не приезжали на какой-то лан-турнир из-за того, что им грозили разбить нос, она вообще не новая. То есть это постоянно было. Да, но это дикость все равно. Но для яркости впечатлений, может быть, и хотелось бы каким-то старичкам, чтобы вспомнить это все. Киберспорт – это игра по правилам, одним для всех. Это тренировки, это тысячи часов сражений с разными соперниками, но на одних и тех же картах. Можно ли назвать все это спортом? Россия первой в мире сказала «да, можно». 24 марта 2000 года открывается Федерация компьютерного спорта. Теперь она отвечает за развитие массового киберспорта в стране. Во главе федерации известный игрок в StarCraft из клана Орки. Меня однажды, значит, пригласил на разговор мужчина. По телефонной беседе он мне показался очень таким взрослым, таким серьезным. Вот. Я приехал и познакомился с Константином Сурконтом. И сказал: слушай, вот мы тут подумали сперва создать команду, а потом решили, о чем мелочиться, давай сразу федерацию. И когда я пришел к старшим товарищам, сказал, давайте сделаем команду, они, абсолютно не зная о том, что такое компьютерный спорт, сказали, давайте сразу сделаем федерацию. Ну, давайте сделаем федерацию, да. И вот оно так получилось, это практически случайно. И вот мы с ним стали разговаривать. И как-то вот в разговоре получилось, что я его немножко отговаривал от этого, да, он говорил наоборот, поверь, все будет хорошо. То, что он работает с кем-то, этому кому-то давало тоже сразу вес в глазах достаточно большой части киберспортивной общественности в принципе, потому что он уже был известен. И показывало, что, в общем-то, этим людям можно доверять, поскольку с ними работает сам судья. Ну, судья Дилыш. Где вы сейчас? Я говорю, кого мы взяли? Сядьте на место на свое. Господа, сядьте на свое место. Константин меня убедил, мы ударили по рукам, и дальше целый год мы ходили в разные кабинеты, обсуждали, говорили, упрашивали. А вот здесь мне как раз помог StarCraft, потому что я, когда шел в кабинет, я всегда готовился к этой встрече, изучал бэкграунд человека, чем он увлекается, какие у него хобби, что для него будет аргументом, а что пустым звуком. Виртуальная реальность, она существует, хотим мы этого или нет. Она существует уже здесь, она рядом, она параллельна с нами. И нормальный человек, тот же самый геймер, он живет и здесь, и там. Это человек, который разбирается в компьютерах и программном обеспечении. Это человек, у которого более широкий кругозор. Все это можно достичь гармоничным развитием. Вот как вот в StarCraft я играл против конкретного оппонента, здесь я пытался точно так же. И поэтому аргументы были самые разные. В конечном итоге все удалось, и нас зарегистрировали. Дмитрий Смит все реже запускает StarCraft. Теперь он делает турниры, его называют главным судьей страны. А Федерация компьютерного спорта проведет больше 1000 чемпионатов. Один из них – отборочный игры к World Cyber Games. Они изменят отношение к киберспорту не только в России, но и во всем мире. Но об этом в следующих сериях.